Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я рада приветствовать всех журналистов, которые находятся здесь в студии РИА Новости в Москве, в студии РИА Новости в Ереване и, конечно же, наших уважаемых участников с армянской и российской стороны. Тема нашего сегодняшнего видеомоста «Россия и Армения. Новый уровень отношений». Мероприятие организовано в рамках Кавказской международной научно-практической конференции «Проблемы безопасности и информационного сотрудничества на Южном Кавказе», которая вот в эти дни проходит в Ереване. Мне кажется, что действительно достаточно динамично развиваются события. Мне не кажется, что событием является, точнее, конечно, визит президента Медведева в Ереван и подписание договора является событием, но оно как бы не висит в воздухе. Это просто произошла катализация некоторых вещей, которые привели к тому, что армяно-российские отношения, не только, но армяно-российские отношения развиваются сейчас несколько другими темпами, чем это было раньше. Катализация – это, пожалуй, что включает в себя все то, что проходило последние 2 года в нашем регионе и вокруг него. Это прежде всего, конечно же, 5-дневная война и то, что происходит после нее, она не имеет прямого отношения к Армении, но понятно, что эта война изменила очень многие параметры региона. Просто вот если говорить о России, предположим, да, и российской политике по отношению к Южному Кавказу, то раньше был формат, если говорить о признанных странах, 3 стран, а сейчас российско-грузинские отношения, ибо отсутствие дипломатических отношений – это тоже вид отношений, конфликт – это тоже вид отношений. Это нечто другое, нечто отдельное. Изменился сам формат региона. Второе событие, которое мне кажется важным, или процесс, который мне кажется важным, это провалившийся или как минимум замороженный армяно-турецкий процесс. То есть процесс попытки изменение формата армяно-турецких отношений, то есть открытие границ и установление дипломатических отношений, который длился какое-то время, и, повторюсь, он как минимум заморожен, если не сказать больше, и в то же время есть процесс российско-турецких отношений, который отдельно от этого процесса стоит, и он имеет отношение больше к энергетике и к коммуникационным проектам, но это тоже меняет формат вокруг нашего региона, и то, что Россия и Армения теперь решили определяться и каким-то образом, как минимум выказывать, показывать, если не усиливать формат взаимоотношений друг с другом, это связано со всей этой логикой, что, повторюсь, катализировалось и стало видимым с визитом президента Медведева. Действительно, за последние годы на Южном Кавказе произошли те события, о которых говорилось. Я хотел бы единственное сказать, что, конечно, Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе, потому что, в конце концов, мы имеем общую границу по Северному Кавказу. И например, сегодня в Грузии, вы знаете, находится генеральный секретарь НАТО, который там открывает представительство, во-первых, НАТО, и, во-вторых, делает ряд заявлений таких для грузинской стороны многообещающих в плане возможности когда вступления в НАТО. Да? При этом мы учитываем, что та же Грузия, она граничит с Северным Кавказом, где очень непростая ситуация. И я периодически говорил о том, что грузинское руководство пытается в идеологическом плане влиять на Северный Кавказ. С этой целью запускается и первый, если не ошибаюсь, он называется у них всеобщий кавказский телеканал, правда, он сейчас в интернет-издании, как интернет-издание выходит, так? То есть он для нас это проблема, в общем-то. И в этом плане, конечно, приобретает особую важность наши отношения с Арменией. Я вообще хотел бы сказать, Армения – это единственное государство на постсоветском пространстве, где кроме нашей военной базы больше никаких военных баз не существует. Я имею в виду военные базы, а не отдельные военные объекты. Это говорит о, в общем-то, пророссийской целом ориентации армянской политики. Хотя был период определенный, который настораживал, это особенно известные протоколы армяно-турецкие. Слава богу, что называется, что они заморозились. Я надеюсь, будущего у них не будет.
потому что при всем том я считаю, что если бы эти протоколы были реализованы, то это было бы не в пользу Российской Федерации. Это было бы некое открытие таких ворот для Турции в целом на Кавказ. Если сейчас у турок есть проблемы в отношении с Арменией, а нет проблем с Грузией и Азербайджаном, то тогда, получалось бы, Южный Кавказ мог бы со временем оказаться под серьезнейшим влиянием со стороны Турции, которая бы использовала Южный Кавказ, в том числе как возможность транзита, значит, целого ряда углеводородного сырья из Центральной Азии с учетом также своих интересов, а со временем, я думаю, было бы предпринято очень серьезное военно-политическое вытеснение России из Армении. Поэтому вот это соглашение по нашей базе, пролонгация на еще дополнительно 25 лет, она дает нам право, в общем-то, для очень тесного развития отношений с Арменией. Несмотря на те фанфары, которые звучат после визита президента российского в Ереван, о чем только что мы говорили, на самом деле проблем в наших отношениях довольно много. И я бы тут выделил 3 таких основных вызова, которые касаются и России на самом деле, и Армении. Ну, первый вызов – это вызов Азербайджаном, потому что мы не можем игнорировать тематику, естественно, российско-московско-бакинских отношений, когда мы говорим про этот регион. Ситуация заключается в том, что в последние годы Баку очень сильно и резко наращивали добычу нефти. По некоторым годам рост превышал 40%, и даже по этому параметру Азербайджан входил в тройку лидеров, я имею в виду по темпам прироста добычи нефти. И, естественно, все это не бесконечно, и сейчас будет запущена вторая очередь проекта Шах-Денис по газу, и, соответственно, ожидается 2014-2016 год, сильный рост добычи газа, но, тем не менее, ресурсная база Азербайджана, она тоже ограничена, поэтому, вот, по моим оценкам, порядка 10 лет достаточно точных ждут Баку, но за эти 10 лет, естественно, задача Баку решить в том числе и проблему Нагорного Карабаха, и, безусловно, эта тематика будет звучать. И обидно ли там Армении или не обидно, но мы видим, что Россия вынуждена интенсифицировать свои отношения с Баку. Это объясняется довольно просто. На сегодняшний день Брюссель активно одержим идеей поиска альтернативных России источников газа, и заявлено уже несколько крупных трубопроводов, а в реальности получается, что единственной ресурсной базой, реалистичной на ближайшие 5 лет, как раз является Азербайджан. Надо было бы отметить такой факт, по-моему, его Александр Искандерян отмечал, но я бы хотел акцентировать этот момент. Нам надо уходить от формализма. Мы постоянно говорим о том, что прошел тот или иной визит. Это, конечно, неплохо. Идут визиты, подписываются какие-то документы, но все это происходит, к большому сожалению, на формальном уровне. А нам надо сделать так, чтобы идеи, которые рождены данными визитами, проникли глубоко в общество, как в российское, так и армянское. И прежде всего проникли в молодежные слои. Далее, это не то что поиск, а уже предъявление каких-то региональных идей. Я хотел бы сказать, что застой в идеях, он провоцирует некие достаточно сложные процессы, которые происходят вокруг российско-армянских отношений и вокруг Армении как таковой. Я бы не хотел сбрасывать, как это легко делают многие наблюдатели, журналисты, со счетов создания таких союзов, может быть, это блок будет в дальнейшем, как, например, конфедерация Грузии с Азербайджаном. Да, это может ни во что не вылиться серьезно, но рано или поздно, если Россия не будет предъявлять каких-то конкретных идей по всему спектру вопросов, о которых здесь говорили, блоки будут более многочисленные, и они будут более серьезные, с более серьезной военной и экономической базой. Также хотел бы отметить, что достаточно много союзов и различных партнерств на данный момент существует, в которых состоят как Россия, так и Армения. Хотелось бы, на мой взгляд, иметь один, но
крайне действенный блок вместо всего этого спектра блоков, которые имеются на данный момент. Подчеркиваю, это неплохо, это говорит о каком-то движении, но все-таки один действенный блок хотелось бы иметь. В конце концов, это не атомная станция, где все 4 или 6 блоков работают, и вообще атомная тематика, так в кавычках, она опасна для Кавказа. Поэтому один блок, но действенный. Далее, наблюдатели очень часто, говоря об Армении и о российско-армянских отношениях, говорят так: ну зачем Москве вообще Ереван, зачем Армения? Она непонятно где находится, не имеет сырья и так далее. Ну, я бы хотел... Это вообще вызывает улыбку, честно говоря, вот такая квалификация. Я бы хотел сказать о том, что в эпоху глобализации вообще нет медвежьих углов на планете. Нам надо вообще понять, Россия и Армения, а что будет завтра и послезавтра. То есть не мы, не наше партнерство российско-армянское должно, я, извините, применю такое выражение, заносить хвосты за чьей-то стратегией. Мы сами должны формировать стратегию, и тогда пусть за ней, за этой стратегией, за нашей, кто-то уже заносит хвосты. То есть мы должны возглавить этот процесс по выработке какой-то новой стратегии на Кавказе в целом. Это и есть вопрос, на мой взгляд, ключевой вопрос региональной безопасности.